Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам свежих новинок от производителя Deep Models, и сегодня я хочу вам показать, на мой взгляд, очень интересный и необычный советский грузовой бортовой автомобиль марки ZIL, модель 130, вариант автоэкспорт. Эта масштабная копия поступила в продажу в ноябре 2020 года. Посмотрел, до сих пор эти грузовики встречаются на торговых площадках, правда, в официальном магазине данного производителя эти машины уже распроданы. И, кстати, эти грузовики до сих пор можно приобрести за вполне адекватную цену. Конечно, она чуть выше, чем рекомендованная розничная, но тем не менее не настолько завышена, как на другие образцы, которые выходили у этого бренда. Если посмотреть на 130-е ZIL, то у Deep на сегодняшний день довольно обширный ассортимент. Это не только классические бортовые грузовые автомобили, которые впервые появились в продаже в 2017 году, встречаются и поливомоечные машины, также компрессорная станция, было обычное классическое базовое шасси в одном варианте окраски, также в продаже были грузовики для перевозки сжиженного газа. И у производителя, видимо, большие планы о производстве различных надстроек, также были фотографии на тематическом форуме других вариантов исполнения, и, конечно, все эти модели представляют большой интерес, ведь до этого другими брендами подобная техника не выпускалась. Да, у Костромы было огромное количество различных надстроек, но все же по уровню проработки они уступают этому более современному изделию. Но, конечно, у этих моделей довольно высокая цена, и не каждому они по карману. И, кстати, интересное наблюдение. Если посмотреть на новую серию Олимпиада 80, то грузовики вызвали довольно большой ажиотаж, хотя вроде бы точно такая же машина, просто в другой схеме окраски. А варианты автоэкспорт, видимо, для отечественного собирателя не очень представляют интерес из-за своих необычных цветов, но лично для меня такие машины представляют интерес, потому что они хорошо оживляют коллекцию и прекрасно смотрятся на полке. Ведь если собирать только те машины, которые колесили по дорогам Советского Союза, это будет темно-зеленое пятно. И у меня в коллекции довольно много различных 130-х ZIL, не только от Deep Models, но и от костромских брендов, модель от Автоистории, Startscale Models, также есть пару моделей из набора AVD Models, и в свою коллекцию я не брал журнальные варианты, потому что они очень сильно упрощены, и бывали случаи, когда приобрести в коллекцию дорогостоящий аналог от SSM выходило дешевле, чем базовая стоимость журнального изделия. Вот такой абсурд, но тем не менее это случается в реальной жизни. И если посмотреть на обычные бортовые грузовики, то тоже охвачен довольно большой временной период. Есть как ранние модификации, так и более поздние, уже российского периода. И также у Deep Models предлагался газобаллонный вариант ZIL 138 в окраске автоэкспорт. Эта модель тоже есть в моей коллекции, только, по-моему, до сих пор на нее не сделал детальный видеообзор. Если вам интересно, я поищу эту масштабную копию и покажу в одном из будущих видеороликов. И для сравнения вам приготовил другие ZIL, которые есть в моей коллекции. Также мы рассмотрим один вариант автоэкспорт, только горьковский автомобиль. И вы в комментариях можете написать, а собираете ли вы определенные тематики или, возможно, просто покупаете понравившуюся вам модель. И данный вариант поставляется в довольно симпатичной упаковке черного цвета. На лицевой стороне есть логотип Deep Models, и мне подобные коробочки нравятся больше, чем стандартная упаковка темно-зеленого цвета, потому что здесь, во-первых, коробка более плотная, и она из двух половинок. Вы можете снимать крышку, смотреть на модель, не вынимая ее из коробки, и также сама модель здесь, на мой взгляд, лучше упакована, потому что из обычных коробочек нужно сначала вынимать страховочный мешок, потом его распаковывать, вынимать дисплей-кейс, и если постоянно туда-сюда распаковывать, запаковывать модель, то коробка приходит в негодность. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Китае, есть наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете, и указан прототип. Автомобиль бортовой, тип 130, 83 год, вариант автоэкспорт.
И посмотрел на фотографии настоящей машины, у нее близкий оттенок зеленого, хотя были споры о варианте окраски автомобиля, но скажу за себя, мне ничто не режет глаз. Тираж этого автомобиля, еще раз повторюсь, 360 экземпляров, моя машина под номером 350, и как раз есть фотография настоящего прототипа. От обычного грузовика эту машину выделяет не только другая схема окраски, но и груз в кузове. Также на водительской стороне установили огнетушитель, и колесные диски покрасили в цвет кабины и рамы грузовика, а топливный бак выделили песочным цветом. Вот такой небольшой вкладыш, который тоже добавляет модели эксклюзивности. И у Дипа идут вкладыши не на всех масштабных копиях. И я вам показывал не так давно серию Олимпиада 80, там вкладыши выполнены в другой схеме окраски. Также поставляется табличка, на которой продублирован уникальный порядковый номер и наименование прототипа. Эту табличку я не буду клеить на подставку, потому что все равно у меня модель хранится в оригинальной упаковке. И ЗИЛ-130 в варианте автоэкспорт поставляется с прозрачным подиумом. И уже говорил, такие подставки мне нравятся больше. Вы можете рассмотреть ходовую часть хрупкой модели, не откручивая ее от подставки. И зачастую это помогает избежать различных поломок. И, кстати, некоторые модели прикручиваются довольно сильно. И у меня были случаи, когда при откручивании масштабной копии трескался подиум. Не знаю, как их закручивают, возможно, специнструментом, на котором не выставлен момент затяжки. Очень симпатичный зеленый цвет, и, возможно, на экранах вы не увидите точный оттенок этого цвета, но он не похож на другие грузовики и выделяется на фоне других 130-х ЗИЛов. Песочный кузов, и этот элемент точно такой же, как на обычных классических бортовых ЗИЛ-130. Единственное, изменили напольное покрытие, сделали специальные выступы для закрепления контейнеров и вклеили контейнеры в нижнюю часть кузова. И, конечно, были споры о том, что, возможно, лучше бы было, если бы эти детали были отдельными, можно их демонтировать, но для меня это не столь принципиально. Во-первых, так вы их не растеряете, потому что бывали случаи, когда модель переворачивалась, эти детали рассыпались, также могли быть повреждения. И опять же, кто будет постоянно их вынимать и обратно загружать в кузов? Очень симпатично смотрится огнетушитель, и он украшает масштабную копию. На кабину установили огни автопоезда, и у этого варианта сделали в хроме корпуса зеркал. Ножки из фототравления, также из фототравления изготовлены стеклоочистители, они уложены довольно аккуратно. Мне понравилась светотехника, практически на всех 130-х ЗИЛах от Deep Models хорошо сделана линза с рассеивателями, также виднеется небольшая лампочка, и подложка окрашена в серебристый цвет. На этом варианте выделили надпись ЗИЛ белой краской, и сквозь прорези просматривается серебристый радиатор охлаждения. Вместо номерного знака на этом варианте табличка с надписью ЗИЛ, как на рекламном плакате, и на бампере присутствуют небольшие буксировочные крюки. У этой модели поворотный передний мост, передние колесики свободно вращаются, они на шарикоподшипниках, колесные диски со сквозными отверстиями, и также на передних колесных дисках обозначили серебристой краской гайки. Покрышки вполне хорошие, с боковой маркировкой, но они не совсем соответствуют настоящим покрышкам рекламного грузовика, и если присмотреться, то на настоящем варианте вы увидите покрышки с типом рисунка волна, а здесь получается обычная шашечка. Но опять же, кто хочет, может заменить резину на вариант от Maestro Models, кому не столь принципиально, оставит этот грузовик в первозданном виде. И у этого грузовика выделен топливный бак, он окрашен под цвет кузова, и также черной краской обозначили ремешки. И у этой масштабной копии, по-моему, дверные ручки сделаны более ажурно, чем на предыдущих моделях. Возможно, мне кажется, но на других грузовиках я обращал ваше внимание, что ручки чуть крупнее, чем должны быть на настоящем автомобиле.
И можно посмотреть, как сделана кабина изнутри. Панель приборов окрасили в цвет грузовика, как и дверные карты. Серебристой краской обозначили рукоятки открытия дверей, стеклоподъемника. Присутствует рукоятка переключения коробки передач, сиденье коричневого цвета. И также окрашена обшивка на потолке. И кабина у этой модели составная. Она из 4 деталей. Крылья, капот и дверки – это металлические элементы, облицовка и верхняя часть крыши – это пластик. И у Дипа крыша предлагается в разных вариантах исполнения. Есть крыша с одним лючком, есть без люка, есть с 2 лючками, есть с 2 лючками и с отверстиями под огни автопоезда. И таким образом производитель может менять кабину грузовика и делать машины разных годов выпуска, что он и делает, и таким образом вы можете собрать довольно приличную коллекцию машин по годам выпуска. И можно посмотреть, как сделана нижняя часть. Окрашен глушитель, выхлопная труба, рама и передняя балка здесь под цвет кабины грузовика. Также виднеется ящик для аккумулятора, ресиверы, карданный вал, запасное колесо, вполне хорошие брызговики с тоненькими ножками из фототравления, и сзади есть место для закрепления регистрационного номерного знака. И, возможно, лучше бы эта модель смотрелась с табличкой ЗИЛ на задней части, но, опять же, нету фотографий такого грузовика задней стороны, и производитель, видимо, решил, что табличку попросту не ставили. Возможно, так и есть. И у этого грузовика рабочее сцепное устройство. И, возможно, этот элемент тоже можно было покрасить в цвет рамы, но, видимо, производитель решил, что эту деталь на настоящей машине не окрашивали. Опять же, возможно, так и есть. Я не видел вид сзади. И давайте покажу вам другие грузовички, которые есть в моей коллекции. Например, ГАЗ-53А, тоже в варианте автоэкспорт, необычная, симпатичная, яркая машина, и она отлично будет смотреться рядышком на полке с собратом ЗИЛ-130. И вообще сложно сказать, какой грузовик мне нравится больше. Это обе массовые машины Советского Союза. Возможно, мне больше нравится ГАЗ-53. Этих машин у нас было большее количество, хотя ЗИЛ-130 очень харизматичный, и мне в плане дизайна эта машина нравится не менее, чем горьковский автомобиль. И могу вам показать еще один ЗИЛ-130. Это тоже одна из свежих новинок в моей коллекции. И по большому счету точно такой же грузовик, только в другой схеме окраски. И тут представлен вариант Олимпиада Москва 80-х. Как раз на дверке присутствует логотип, также значок автобазы, и на капоте есть табличка с надписью 350 тысяч километров без капремонта. Ну и, естественно, в кузове нету груза. И опять же, эти модели отлично будут смотреться, стоя рядышком на полке. И вы можете посмотреть, у этого варианта на кабине отсутствуют огоньки автопоезда. Точно такая же облицовка, точно такие же колесные диски, только они не окрашены, и стоят другие покрышки. И покажу вам последний ЗИЛ-130 в варианте «Связь». Тоже вполне симпатичная модель, правда, она не очень удачная в плане качества сборки. И мне очень не нравятся пятна клея на самом видном месте между подножкой и передними крыльями. Но опять же, что есть, то есть. И еще раз повторюсь, на последних моделях такого недочета я не наблюдаю. Это тоже меня радует. Воротный передний мост. На бампере добавили противотуманные фары, другие регистрационные номерные знаки, и зеркала заднего вида уже на этом варианте не в хроме. А темно-зеленый цвет кабины тоже вполне симпатичный. И как раз можете посмотреть, крыша здесь только с одним лючком, и присутствуют тоже огни автопоезда. Вот такой вполне симпатичный грузовик, который может стать украшением вашей коллекции, если вы собираете не только те автомобили, которые передвигались на дорогах в Советском Союзе, но и машины с рекламных плакатов. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о грузовиках ЗИЛ-130 от Deep Models. Какие модели вы бы хотели увидеть в будущих видеороликах. Не забывайте поддержать данный видеообзор лайком.
лайком, если он вам понравился. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые не показаны на основном канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.